Вы знаете, сколько я за последнюю неделю протестил кабелей? HDMI кабелей. То есть это вот в каждой коробочке, это все свернуто HDMI кабелей. Все началось с истории того, что у Лисы во время игры заморгал экран и ушел в черное на 4К 120 Гц с HDR на PlayStation 5. И все, с этого мы решили пересмотреть, какие HDMI кабели можно покупать в 2024 году. Расскажу вам методологию тестов и, конечно же, покажу, какие кабели конкретно мы тестировали, какие у нас не прошли, какие мы рекомендуем. Ну и ссылки на все проверенные кабели, именно 100% классные кабели, лежит у нас в описании под видео, лежат. Все, а мы все это дело HDMI кабели, самые крутые на канале Технозон, поехали. Воу, друзья, я вам скажу так, смотрите, у меня сейчас есть огромное количество именно разных брендов на столе. Мы когда-то делали уже такой обзор. У меня там есть вот пресловутый Ugreen, который практически не гнущийся, но который реально или нереально крутой. И все это вот долгое время держалось, пока не начали появляться такие устройства, например, как Yugusa M8 Pro, который держит 8К 60 Гц, например, PlayStation 5, например, там какие-нибудь, ну или тот же самый Xbox Series X, да и компы уже с такими мощными видеокартами, там 4 серии RTX, они работают с VRR, например, там 120 Гц или до 170 Гц. Тут уже такое дело. Тут уже такое дело, потому что эти кабели можно использовать не только на телевизорах, а еще можно использовать на мониторах. Либо есть телевизоры, кстати, до 144 Гц. Ой, давайте, знаете как, перед тем, как мы дальше пойдем, подпишитесь, пожалуйста, на канал, нажмите колокольчик. И, конечно же, ссылки, я еще раз повторюсь, на кабели, на все проверенные, лежат в описании под видео. Но началось у нас все с разочарования в кабеле Razer. Объясню, 4К 60 Гц он держит отлично. А вот что с ним произошло дальше, я сейчас вам расскажу. Именно вам даже поведает Лиса. Лиса, лови. Эта штука меня очень сильно подвела. Рассказываю. Когда я начала играть в плойки в 120 Гц 4К, эта штука меня очень сильно подвела. Она выходила в черный экран каждые 5-6 секунд. Мне было очень печально, но я вышла из ситуации с помощью другого кабеля. Кинь мне, пожалуйста, плетеный вот тут. Да. Вот эта штука меня очень сильно выручила. Благодаря ней я продолжила играть. Ладно, давай сейчас посмотрим, что это за кабель. Ну что, вот этот вот кабель использовала она. И этот кабель действительно крут. Вот Ugreen. Но не только одним Ugreen, скажем так, у нас полнится земля. Все начинается с того, какой кабель выбрать. 2.1, 2.0, 1.4, это все какие-то непонятные для вас цифры. Да, ребят, пофигу на эти цифры. Знаете почему? Потому что это спекуляция самих продавцов. Даже я в свое время, я вам пытался там говорить кабели 2.0, 2.1, потому что никто не хотел воспринимать то, что я пытаюсь донести. И все очень просто. Не существует кабеля 2.0. Не существует кабеля 2.1. Не существует кабеля 2.0А или 2.1А или 2.1Б. Существуют интерфейсы в телевизорах именно с этими цифрами. И, например, в Википедии очень хорошо расписана история создания HDMI интерфейсов с 1.3. И тут можно читать очень много. Хотите, ссылку могу закинуть, хотя Google у нас никто не отменял. Но вот эти все цифры относятся конкретно к порту, вернее, к той версии HDMI, который установлен в само устройство, будь то телевизор, ТВ-бокс, либо там PlayStation или и другие консоли. Не говоря уже о компьютерах. А вот какие же бывают кабели? А вот давайте я вам расскажу. На самом сайте hdmi.org, это официальный сайт организации HDMI, существует маркировка этих самых кабелей. И их есть очень мало на самом-то деле. Ну, здесь они, видите, HDMI, стандартный автомобильный кабель HDMI и есть стандартный кабель. Два разных типа, но мы будем разбирать те, которые нам нужны. То есть HDMI стандарт. HDMI стандарт, он был рассчитан на 1080i или 720p, чтобы вы понимали. Сейчас такие не производятся, они невыгодны, потому что, по сути, сделать такой кабель будет стоить примерно столько же, сколько сделать кабель более высокого уровня. Следующее, это у нас было HDMI стандарт с Ethernet. Все то же самое, но только с дополнительным каналом, как HDMI, ну, грубо говоря, Ethernet для сетевого взаимодействия устройств. Дальше у нас было HDMI High Speed.
Этот кабель мог обеспечивать до 4К 30 Гц. Он имел скорость. Тут главная скорость передачи самого кабеля. При этом суммарное и количество каналов. Потому что есть и 3, и 4-канальный. Там очень много разной фигни на самом-то деле. И объяснять всю техническую подноготную я не буду. Вы обычно ругаетесь и говорите: баба, вот для кого ты это рассказываешь? Ты лучше расскажи нам простыми словами, что купить. А я вам сейчас показываю. HDMI High Speed позволял нам обрабатывать до 4К 30 Гц. И я имел неосторожность, не имел неосторожность. В основном большинство китайских ТВ-боксов раньше шли именно с таким кабелем. Представляется он вот таким вот образом. И давайте я вам, наверное, сразу буду показывать эти все кабели в, скажем так, близкой съемке. Для того, чтобы вы понимали. Вот я сейчас включаю свой смартфончик. Смотрите, вот это вот стандартный кабель HDMI High Speed 4К 30 Гц. И все бы ничего, как видим, маркировки никакой нет. И зачастую в такие кабели у нас кладут в китайские ТВ-боксы. И то, что они там могут показывать 4К 60 Гц иногда, это еще и большое счастье. Но, допустим, уже там 4К Dolby Vision, 4К HDR или 10 или HDR 10+, вываливают такие кабели в черный экран. То есть черный экран начинает либо мерцать, либо моргать. И такие сообщения у нас в Телеграме, в нашем Телеграм-чате очень часто. Там: пацаны, подключил ТВ-бокс, что с ним не так, он моргает. Лиса, дай мне, пожалуйста, Razer обратно сюда, который ты там раскидывала. Объясню. Razer, с которым мы столкнулись, он неплох. Он неплох, но знаете, в чем проблема? Именно в том, что это тоже стандарт. Этот Razer немножечко староват, и столкнулись мы с тем, что на 4К 120 Гц он не сработал. Хотя в стандартном своем исполнении просто нужен уже быстрее кабель. И следующий кабель, которые у нас были, это уже высокоскоростные кабели HDMI премиум класса. Высокоскоростные с Ethernet. Объясню. Зацитирую даже. Кабели премиум HDMI — это специальная сертификация для высокоскоростных кабелей HDMI, которые были разработаны и сертифицированы для сверхнадежной работы 4К Ultra HD с пропускной способностью до 18 гигабит в секунду, включая расширенные функции, такие как 4К 60 Гц, HDR и расширенные цветовые пространства, включая BT2020. Итак, это тоже все хорошо. Но нас интересуют самые лучшие кабели, это которые маркируются HDMI Ultra High Speed. Производители кабелей могут маркировать, могут не маркировать. Это дело такое. Я вам буду рассказывать именно по факту. Как мы проводили тесты. Вы сейчас видите видео и видите, как конкретно у нас 4К 60 Гц, 120 Гц. Я остановлю видео специально. 4К 120 Гц, 10 бит, цветовое пространство BT2020, хотя тут пишет HDR Type SDR, немножко неправильно диагностика моего телека сработала. При этом мы отслеживали наличие ошибок, то есть инженерное меню моего телевизора позволяет отслеживать ошибки. Кстати, то, что вы видите здесь сейчас, пропускную способность 14853, это она динамическая, потому что поднималась у нас до 48. Ловить это все, конечно же, часами в играх мы не можем, но тут уж вам придется поверить нам, потому что у нас есть вот это все подноготное. Мы очень много тестировали, очень много. То есть вот эта вот диагностика, мы очень много проводили тестов, очень много записывали. Мы видели кабели, которые не работают. Вот, кстати, следующий кабель. И так на каждый кабель мы делали огромное количество тестов. То есть у нас на каждый кабель существует вся эта доказательная база. И первый, который мы протестировали, старый кабель, давайте я его сейчас найду, который я уже когда-то использовал. Вот он, FSU или FSU. Вообще я был удивлен, он стоит 3,41 за 0,5 метров. Само собой, за 3-метровую вы заплатите $8. Я вам сейчас называю какие-то суммы, я вам потом объясню, с чем это связано. Смотрите, вот такой вот FSU, вот вы видите с моего смартфона, металлические наконечники, он маркирован 8К, хотя это все надо маркировать конкретно в пропускной способности. И вот мы видим маркировку Ultra High Speed HDMI кабель. Это именно та маркировка, которую нам подсказывает HDMI.org. То есть вот этот кабель мы рекомендуем, он прошел все тесты, и 4К 120 Гц в HDR, и Dolby Vision он у нас спокойненько отрабатывал. Да, и выглядит, кстати, неплохо. Он гибкий, он в резиновой оплетке. Тут, да, качественный. Тот, который Лиса вам говорила, сразу говорю, кабель чуть-чуть дороже. Сейчас я его найду. У нас тут
целая подборка. Я вам сейчас еще один. Вот он, HDMI 2.1, а то я 2.0 выбрал. Ну, как видите, опять же, они пишут HDMI 2.1, HDMI 2.0, это все неправильно. То есть вот это вот тоже ультра high speed кабель. Вот он, смотрите. Очень качественный кабель, чтобы вы понимали. В очень классной оплетке. Вот его концевики. Концевики пластик, но он конкретно толстый. Если его разрезать, то там жила просто-напросто сумасшедшая. И он обеспечивает конкретно до 48 гигабайт в секунду, 8К с HDR, ну 8К 60 Гц, 4К 120 Гц в HDR и в Dolby Vision, и еще и Dolby Atmos пробрасывает с аудиоканала. То есть вот этот кабель мы конкретно рекомендуем. То есть то, что в него лесам любилось, это одно дело. Единственный минус, он жестковат. Он гибкий, но он жестковат. То есть вы должны на это рассчитывать. То есть тот же самый FSU, он мягкий. Вот этот вот очень гибкий кабель. И он тоже, кстати, он тоже толстый, просто здесь еще оплетка сыграла роль. То есть там еще оплетка сыграла. Давай, убираю вот эти два кабеля. Следующий кабель, ну, у нас вот эта чушь пролетела сразу же вообще пролетела, она ни одного теста не выдержала. Дальше у нас, знаете, что пролетел на данных тестах? Мой старый, любимый кабель Ugreen. Объясню, я объясню тебе. Дело в том, что это была еще устаревшая версия 2.0b, как они писали. Ну, то есть он до 18 гигабит, и уже 4К 120 Гц для него оказалась такая себе задача. Хотя 4К 60 Гц, HDR, Dolby Vision он отлично отрабатывал, но его уже нет и в продаже. И его минус был тем, что он вообще не гибкий, да, он не практичный, но он был крут. Он был крут для своего времени, вообще топовый. Давай дальше, мы его на текущий момент, на 2024 год, не рекомендуем. Вместо него вот он появился, его аналог, я вам скажу, лакшери модель с тем же самым концевиком, правда, за $15, но все тот же самый, ну, как говорят, там 2.0b. Кстати, его сейчас в продаже нету. Его раскупили. 2.0b, ну, немножко не то, что нам нужно. Следующий кабель тоже у нас очень-очень в толстой оплетке. Сейчас я вам его покажу. Не удивляйтесь, тут не одни югрины будут. Вот он. Стоит он двухметровый. Ну, здесь вы сами потом по ссылкам пойдете, посмотрите на цены. Начиная от метра я бы брал за $8 и 2 метра за $10. Он примерно такой, как выбирала леса. Он более гибкий. Да, смотри, попробуй. Это вообще гибкий. Я вижу. Он гибкий, но он немножко дороже. Да, здесь вот такие вот концевички. Это тоже... слушай, вообще... Нет, не от того кабеля концевики одели, когда после тестов, да, еле наползли. Смотрите, то есть вот такой вот концевик. Такой вот кабель, отличный кабель, просто шикардос. Выдержал тоже все тесты 4К 120 Гц в HDR и в Dolby Vision. Рекомендуем. Следующий кабель, который мы тестировали, я вам сейчас покажу. Мы его тестируем уже не раз, и я его использую. Это AudioQuest. Это чтобы вы не говорили, что я Ugreen'ом продался. Не, я пользуюсь AudioQuest'ом. Все знают эту полосатую обертку. Это кабели направленные, потому что здесь есть вход, есть выход. Да. Это серия Pearl. Я вам сейчас покажу, сколько стоят перлы. Pearl 18 стоит $219. Можно взять очень дешевую версию Pearl 48 для 8К, 10К за $39.95. И это действительно качество. То есть это качество. Ссылка тоже в описании под видео. Можете брать его. Но я, знаете, что вам скажу по своему опыту использования этих кабелей? Эти кабели ничем не лучше, чем тот же самый Ugreen за $15. Вот просто, это я для себя убедился уже много раз. То, что у нас прошло с условностями, кабель не соответствует Ultra High Speed, хотя он спокойно тягает, ну, 4К, видите. То есть он 4К 60 Гц Dolby Vision, это Baseus или Bezos, и он уже уходит на покой. Мы его когда-то тестировали. То есть менять сейчас, бежать, если у вас все работает, не надо. А если уже новые будете покупать, то такой Baseus или Bezos рассматривать уже не стоит. Да, он немножко просто устаревший. Следующий кабель, который мы рассматривали, вот, смотрите, вот здесь вот конкретно, вот этот кабель, чем он отличается? Если вы видели те кабели, сейчас я его открою, для того, чтобы мы, вот он. Вот здесь вот он стоит за 1,5 метра $12. Он стоит дороже,
Потому что у него есть конкретная сертификация HDMI.org как ультра сертифицированный кабель. Вот это вот самый топ, который я могу вам посоветовать. Лучше. Потому что те сделаны по стандарту, а этот сделан по стандарту и сертифицирован. Видишь наклейка? Здесь есть номер сертификата, здесь есть все. И при этом он просто-напросто нереальный. Нереальный. 8К 60 Гц, HDR, ERC, VRR, QMS, QFT, все он поддерживает вообще по максимуму все технологии, которые подразумевают под собой ультра high speed спецификации. Теперь смотрим на качество. Ты сейчас охренеешь. Смотри, он еще, да, кстати, смотри, он, давай сдерем, он еще в пленочках. Попробуй металлический концевичок. А? Да. Он конкретно 48 Gbps, конкретно сертифицированный. Он в крутой оплетке. Не, этот нет. Туда вот на тесельку поставишь. Не. Все, до свидания. Вот этот вот, он гибкий. Попробуй, как он гибкий. Попробуй гибкость. Да, он классный. Он реально, это реальный топ. Из кабеля это реальный топ. Мы его не убираем далеко, потому что я должен обозначить, что это топ. И последний кабель, который я рассматривал здесь, это вот такой вот югринчик, микрокабелечек, который стоит абсолютно недорого. Тоже сейчас он стоит 2-метровый за $6. Тоже вроде бы поддерживает 8К 60 Гц. На тестах он прошел полностью все, но тонкий. Я не уверен, что он тонкий. Да, сравнить он не сертифицирован, ну как бы сделан по стандарту, не сертифицирован. Но, блин, прикольный тоже. Тоже прикольный, но это такой не стопа. Да, и стоит он $6.11. Теперь, последнее, что хочу сказать. Меня часто спрашивают про какую длину кабель, про то, какую длину кабеля брать, как сращивать кабели. Я вам могу показать. Срастить кабели можно с помощью, ну их существует достаточно много версий. Лисан накидаешь, ребятам, не только югриновскую, чтобы тоже не думали. Вот это вот меж HDMI коннектор. То есть как срастить два кабеля по 2 метра, чтобы получить 4. То есть вы берете эту штуку, в одну сторону один кабель, в другую сторону один кабель и получите конкретно длинный кабель. Теперь по длине, я уже выключаю, да, я уже это выключаю. Да, вот теперь правильный вопрос. Лиса, ты задала, очень правильный. По длине кабеля до 5 метров вы обычно не будете испытывать никакого падения скорости. А это значит, что и HDMI, и HDR это как бы по заявлению самой HDMI.org. Я вам даже зацитирую, сейчас с английского перевожу. До 5 метров, как правило, не должно быть проблем с передачей сигнала на любых разрешениях и частотах кадров. Но для этого кабель должен быть сертифицирован. Если вы хотите брать там 5 метров, то само собой это должен быть сертификат. Я не знаю, продается ли этот сертификат в таких длинах, да, там нет, он только 1,5 метра, потому что он конкретно сертифицирован. Ну, взяли два таких кабеля, срастили вот такой вот штучкой, и будет вам, кстати, счастье. Либо можно брать нечто вот подобное вот этому. То есть здесь есть 5-метровый за $22, будет отлично. Если вы хотите, вот давайте дальше сейчас вам переведу, как тоже опять же HDMI рукописью. 5-10 метров могут наблюдаться проблемы с передачей сигнала 4К и HDR, особенно при высоких частотах кадров. Это, кстати, я часто сталкивался с вопросами. Свыше 10 метров не рекомендуется использовать для 4К, HDR и применения усилителей, без применения усилителей сигнала. Теперь, если вы хотите получить длину больше 5 метров, либо сращивайте, но не рассчитывайте на высокую частоту и высокое разрешение, либо можно использовать оптические кабели. Мы делали обзор на оптические кабели, это активные оптические кабели, у которых в виде передачи сигнала используется конкретная оптика, как на интернет. Все правильно, там многие из вас подумали. Стоят они дороже, чем простые кабели. Я вам подобрал один из самых дешевых проверенных, потому что если брать подороже, там за $100 может заходить кабель. Нам такое не надо, но, например, на 30 метров за $59, 8К 2.1, ну как они пишут, 2.1, HDMI кабель может работать. Какие проблемы могут быть у оптических кабелей? Может не работать в некоторых случаях ERC, обратный ERC, и он сугубо направленный. То есть обратного взаимодействия нет. Это говорит о том, что может не работать HDMI цик. В остальном все. Вот эти все кабели, которые я вам перечислил в описании под видео, я рекомендую конкретно вот этот вот самый топовый сертифицированный кабель от Ugreen.
потому что он конкретно есть в перечне HDMI.org на сертификации. Все остальное на ваше усмотрение. Все кабели хороши, все прошли наши тесты проверки с помощью нашего диагностического телевизора с инженерной диагностикой. Менять, бежать сейчас свой кабель, если он хорошо работает, не нужно. Либо, если хотите обновиться, то нужно. Но если покупаете новое какое-то устройство, особенно под хороший телевизор, замена обязательно и покупка нового обязательно. А с вами был Bubble. Все было сказано очень простым языком для того, чтобы вы меня не хейтили за какую-то терминологию и техновщину. Короче, все это было на канале. Да, на канале Технозоны, да. Пока.